Привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике. Более 500 видео по теме снято. Подписывайтесь на нас на разных площадках. Здесь, в Рутюбе, на Яндекс.Дзене, в ВК, в Одноклассниках или в Телеграме. Ничего нигде не пропустите, ведь нам с этим жить, с этой бытовой техникой. Я уже больше недели перед съемкой этого видео живу вместе с новейшим роботом, который начали продавать в России. DreamBot X40 Ultra Complete. В этом видео расскажу о нем, все подробности и свое мнение в финале. В закадровых разговорах с коллегами я слышал мнение, что это лучший робот-пылесос, который сейчас у нас в стране продается. Посмотрим. Но я всегда обращаю внимание на дизайн девайсов для дома, потому что нам с ними жить и хочется, чтобы дома все было красиво все-таки. Вот у меня версия White, и тут белый цвет и такой приглушенный, неяркий золотой. Идеально просто вписалась в интерьер. Я даже подумал, что даже если бы это был муляж, я бы его оставил. Реально, смотрите, вот его и ждал весь мой интерьер. Но в целом, конечно, робот-пылесос есть робот-пылесос. Тут как бы ничего нового в плане дизайна, просто все нормально. Инновации тут именно технологические, об этом мы далее и будем говорить. Сначала сам робот, сам пылесос. С ним близко так знакомимся. Как все вертится, крутится, всасывается и работает. Собственно, вертится, крутится лазерный дальномер, он же лидар. Это одна из составляющих важнейших системы навигации робота. Про лидар и его плюсы уже 100 раз мы говорили в обзорах и тестах наших. Резюме: берите робот с лидаром, потому что навигация лучше, уборка эффективнее. Без лидара берите только если сильно нужно сэкономить, если совсем простые помещения нужно убирать, по конфигурации, и если надо модель потоньше, если очень низкая мебель, под которой надо убирать, и ни один робот с лидаром не помещается у вас под нее. Но здесь навигация — это не только лидар и обычные ИК-датчики плюс механические. Здесь интегрированная камера. К ней мы еще вернемся, к ее возможностям. 3D-сканирование пространства с использованием структурированного света. Если в двух словах, на объекты во время движения проецируются световые паттерны, и их деформация при наложении позволяет получать данные о форме, размерах, поверхностях окружающих объектов. Это в итоге улучшает навигацию, дает возможность максимально эффективно убирать, потому что пылесос понимает, скажем так, что его окружает. Плюс еще пылесос по ходу уборки распознает степень загрязнения пола. Если пятна какие-то, где-то мусора побольше, то алгоритм уборки под все это дело адаптируется. Щетка боковая, такая вспомогательная, она тут выдвижная. Углы, какие-то еще труднодоступные места. Собственно, по моим наблюдениям, пылесос сам решает, когда надо выдвинуть эту щетку, чтобы, получше где-то убрать. Не все места, где он ее использует, кажутся мне такими уж труднодоступными, но ему видней. Обсуждали это с производителем, кстати, и в Dream пояснили, что в целом, если про углы говорить, то он в любом случае будет щетку выдвигать, даже если угол, легкодоступный, скажем так, чтобы больше собрать мусора. И наоборот, кстати, помните, я говорил о распознавании степени загрязнения пола? Так вот, в определенных ситуациях эту щетку он не использует, потому что решает, что она может все разметать по полу, а нужен, другой подход. И тут мы двигаемся уже к двум вращающимся мопам, салфеткам из микрофибры, их еще называют швабрами. Их, кстати, в комплекте какое-то невероятное множество, что называется, хватит и внукам. Понятно, что у них автоматическое увлажнение, они протирают пол. Если надо, если ковер у вас лежит, то они приподнимутся на сантиметр примерно, чтобы минимизировать увлажнение ворса. У меня один коврик небольшой, ворс короткий и вообще никаких проблем. Или можно через мобильное приложение так настроить все, что эти швабры, салфетки останутся на базовой станции, и он без них ковер пропылесосит. И если надо, потом вернется
снова автоматически швабры установятся, и он поедет дальше с влажной уборкой. Одна из этих вращающихся салфеток выдвигается, опять же, если нужно, чтобы промыть у стены все, у плинтуса где-то, немного под холодильником, например, как у меня. Но вот в таких местах я прямо за ним первое время ходил, наблюдал. И вот честно радовался. Я-то сам, может, и не помою там, ленивый. А он вот. Ну, соответственно, основная щетка, видите, в принципе, классика для современных роботов с резиновыми лепестками. При уборке ковров она еще способна приподниматься. Щетка съемная, в целом несложно очищать ее. Если интересно про мощность всасывания, 12 тысяч паскалей. Но это вот разрежение воздуха, то есть примерно 180 ватт, что для робота более чем достаточно. Пылесборник с моющимся HEPA-фильтром тут небольшой, что обусловлено как минимум тем, что тут еще внутри же система подачи воды к мопам. Проблемы я тут не вижу, потому что есть же автоочистка, пылесос приезжает на базовую станцию, сам из себя мусор высасывает в сменный одноразовый мешок. Да, перейдем к базовой станции. Она точно не менее интересна, чем сам робот. Два бокса для воды, для чистой и для грязной. Автозаправка водой из самого пылесоса в начале уборки, ну, если уборка влажная. Бокс для грязной воды, он, чтобы по приезде обратно на базу после уборки удалить туда воду после очистки мопов. И вот тут, конечно, китайцы заморочились, и не зря. Промывка горячей водой до 70 градусов, но можно выбрать температуру из 4 значений. Это раз. Автоподача моющего средства к салфеткам, то есть не просто водой они промываются. Само средство есть в комплекте и продается отдельно, а наливается оно в специальный контейнер в базовой станции. И дальше сушка горячим воздухом. Причем время сушки тоже можно выбрать в мобильном приложении. Смысл в том, что ничего у вас нигде не будет пахнуть неприятно вот этой сыростью, тряпками. Но и это еще не все. Были рекламации по подобным роботам, что после мытья салфеток может что-то оставаться вот внизу под ними. Здесь это прокачали. Система ухода за салфетками ухаживает еще и сама за собой. Специальные вращающиеся скребки собирают все, что может тут остаться. И далее оно все уходит в базу, в контейнер с грязной водой. Такая высшая степень чистоты. Кстати, промываются салфетки не только в конце уборки. Если у вас площади большие, то, возможно, есть смысл, для максимальной гигиены уборки, задать еще в мобильном приложении промежуточную промывку салфеток. Или по времени выбор, или по метражу доступен. В этом случае салфетки очищаются без сушки, что логично, и пылесос продолжает уборку уже с чистыми. Ну что скажете? Пишите в комментариях ваши впечатления. И еще важно, базовую станцию можно при желании, приобретя отдельно комплект подключения, законнектить с водопроводом и канализацией. В этом случае вы вообще ничего не делаете, потому что свежая вода автоматически доливается, когда нужно, а грязная удаляется. Ну вот представьте, задаете вы роботу расписание работы через мобильное приложение, и все. Дальше все само работает. Ушли на работу, робот, пока вас нет, все убрал, сам себя помыл и просушил, мусор из себя удалил, грязную воду в канализацию слил. Вот оно, будущее. Ну ладно, контейнер сам для грязной воды иногда нужно все же промывать, а мешок с мусором накопившимся иногда поменять. Это пока не автоматизировали. К вопросу об ушли и все само работает, убирает. Если вы любите фильмы про шпионов или если любимое животное дома, без которого вы жить не можете, то у меня для вас хорошая новость. Через мобильное приложение вы можете легко наблюдать за тем, что у вас дома происходит, или во время уборки, или просто отправить пылесос с дозором, и более того, вы даже можете чего-нибудь своей кошечке или собачке сказать. Привет, Мишка! У нас опять новый девайс. Потому что тостер — реальные обзоры и тесты. Это все доступно через мобильное приложение. Точно так же доступен тут коннект с голосовыми помощниками. Во всяком случае, я знаю, что с Алисой этот робот сопрягается, или через Siri, и даже с Марусей. Выбирайте. Удобно, кстати. Алиса
включи робот-пылесос и даже за смартфоном лезть не нужно. Но нет, давайте-ка в смартфон вернемся, потому что мобильное приложение тут, из него прямо не хочется выходить. Оно такое, как игра интересная. Сейчас буду спойлерить насчет прохождения уровней. Ну, конечно, карту вашей квартиры робот составляет при первом запуске, а потом каждый раз он это все корректирует вот по реальной ситуации. Ну, вдруг вы новую стену построили или вот там купили маленький столик для ключей, как я недавно, чтобы все соответствовало. Карты многоуровневые могут быть, то есть для разных пространств, квартир вот разные планировки. Тут реально много разных настроек, может даже чересчур, но очень интересно. Я, например, обозначил, что у меня вот эта линия штор здесь, и он начал по-другому убирать. Раньше он ехал рядом с ними, а теперь понимает, что там за ними тоже можно убирать. И не стесняется, убирает. Класс. Можно определенные предметы мебели расставить по квартире, тогда робот будет это все сразу понимать, учитывать и уборку так строить, чтобы она была, ну, максимально качественной. Хотя он и без этого норм убирает. Ковры, опять же, ну, он сам распознает ковер, поднимает моп и увеличивает на ковре мощность. Уборка может быть сухая, влажная, одновременно сухая и влажная, сначала сухая, потом влажная. Ну, несколько вариантов. Внутри тоже есть настройки мощности всасывания и вот по степени увлажнения мопов. Можно задать двойную уборку, ну то есть повтор сразу, если честно себе признаетесь, что ну как-то грязновато у вас. Расписание уборки, это я уже упоминал, у меня вот он по будням с боем курантов полуденных отправляется убирать. Ну, смотрите, разных опций, настроек много в приложении, какие-то более полезные, какие-то, ну, не знаю. Но мы-то с вами понимаем, что в итоге, наигравшись, вырабатываем оптимальные для своей квартиры настройки работы робота, и все, и дальше редко их меняем. Ну да, так это и работает. Это норма. Все главное я о нем рассказал. Если что-то забыл, ткните меня носом в комментариях. Ну и вообще, ссылку мы на него дадим в описании видео. Там можете еще дополнительно что-то изучить. Я сейчас сбавлю обороты и дам вам просто посмотреть на него в работе. Смотрите, как он убирает мою квартиру, и наслаждайтесь, и думаете: черт, хочу такое же. Ну, вы все видели сами, по традиции говорю я. Мы хорошо все показываем и подробно всегда рассказываем о домашних девайсах. Видео иногда длинноватые у нас, зато все разложено по полочкам. Навигация по видео есть, так что к любому моменту, к любой полочке можно всегда вернуться. DreamBot X40 Ultra Complete. Ну что, ну он очень крутой. Я вам скажу, что за 20 лет примерно роботы-пылесосы сделали просто невероятный космический рывок к вершинам абсолютной чистоты без участия человека. И этот Dreamy ярчайший пример. Да, Тостер рекомендует этот робот-пылесос. Я редко вот так с таким плюсом говорю о бытовой технике, но профдеформация уже мало чем удивишь. Но это реально крутой и полезный девайс. Дома чисто, а вы ничего не делаете для этого. Разве это вас не вдохновляет? Ну, сейчас еще пафоса дам. Это вот реально то, что называется повышением качества жизни. Да, вы платите не 20 тысяч, а в районе 130 на момент съемки, но вы получаете за эти деньги реально полезный, эффективный робот, который практически не требует к себе внимания, какого-то ухода сложного. А взамен дома всегда чисто. Да еще и с собачкой можно удаленно пообщаться. Но у меня вот мой любимый Мишка, он к моему удовольствию еще и всегда молчит. Современные инженерные технологические решения, которые работают на то, чтобы нас с вами разгрузить от вот этих уборок частых.
Все, я больше ничего не буду говорить. Сейчас прямо представил, как кто-то набирает комментарий. Да ну, да для генеральной уборки он не подходит. Слушайте, зачем вообще эта пресловутая генеральная уборка, если у вас каждый день такого качества уборка роботом? Пишите-ка в комментариях, что думаете о нем, а мы посмотрим, почитаем. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал здесь, на Рутюб, там мы тоже тостер. Делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите также на сайт toster.ru. Есть мы еще в Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. Ну, до новых обзоров и тестов. Пока!